Чтобы сделать такой браслет, берем вощеный шнур, бисер и бусину цветка франжипани. Вощеного шнура нам понадобится 3 метра 70 сантиметров. Складываем пополам и еще раз пополам. Берем толстую иголку и продеваем двойную нить в ушко. У нас получается на иголке нить вчетверо. И продеваем теперь нить в бусину. И получается 8 слоев нити. Завязываем узелок. Аккуратный ровный узелок поближе к бусине. Бусина у нас теперь будет застежкой. Завязали. Надеваем на одну из нитей иголку для бисера и нанизываем 3 бисеринки. Поближе к узлу и делаем узелок. Привязываем эти 3 бисеринки к основной нити. Вот такое получилось звено. Теперь на каждую из нитей мы добавляем бисер. На каждую по 21-24 штуки. Количество у нас должно делиться на 3, потому что у нас в одном звене 3 бисерины. Добавили. Берем 3 бисерины, подвигаем и завязываем узелок. Завязываем узелок так, чтобы бисер у нас был внутри петли. И затягиваем. Следующие 3 подвигаем. Снова делаем узелок. 3 бусины внутри петли. И затягиваем. Следующее. Делаем узелок. И нам нужно так завязать весь бисер. Теперь проверяем. Хватает ли у нас на обхват кисти. Если не хватит, потом в дальнейшем можем еще привязать бисер. Берем следующую нить и повторяем то же самое.
Можете узелки делать ближе друг к другу, можете дальше друг от друга, как вам больше нравится. Завязали весь бисер, который был у нас нанизан. Проверяем еще раз и смотрим, чтобы начало набора бисера и завязываний по густоте соответствовало концу. То есть там, где у нас пробелы, мы добавляем бисер и завязываем еще узелки, чтобы этот край браслета смотрелся так же, как начало. Смотрим, где у нас еще. Вот здесь можно еще добавить узелок. Добавляем бисер и завязываем. Проверяем. Теперь берем, складываем ровно все концы нити и завязываем аккуратненький узелок. Это у нас первый узел застежки. Первый узел из двух. Завязали узелок, и чтобы было красиво, берем, подтягиваем каждую нить. И они укладываются в один ровный, хороший, красивый узелок. Смотрим примерно, какое расстояние должно быть до следующего узла, чтобы бусина свободно прошла внутрь узла, внутрь петли. Складываем нити в ряд и завязываем еще один узелок. Снова подтягиваем нитки по одной. Теперь нужно сделать красивый край. Надеваем по 2 бусины на каждую нить и завязываем узелок. Без бусины, просто узелок. Берем следующую. Нанизываем 2 бусины. И там, где у нас заканчивается декоративная часть, завязываем узелок. И так делаем все 8 кончиков нити. Теперь берем, подвигаем бусину налево и в середине завязываем узелок без бусины. Здесь у нас будут узелки без бусинки. Бусинка у нас свободная. Берем следующий, отодвигаем налево бусинку и завязываем посередине узелок между 2 бусинами.
И так на всех 8 кончиках делаем. Лишнее обрезаем близко к узелку. Вот так получается. Берем, разделяем по 4 нити с одной и с другой стороны, посередине петля. Продеваем цветок в эту петлю и застегиваем наш браслет. Он очень хорошо держится и легко снимается. Вот такой красивый получился браслет из бисера на лощеной нити. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. Комментарии нужны для развития канала, поэтому не стесняйтесь, пишите. До новых встреч, пока!